Всем привет! С вами Регина Кутимская. Давно я не делилась рецептами полезных напитков. Исправляюсь. Сегодня хочу показать рецепт домашнего фруктового кваса. Это яблочный квас на основе ржаной закваски. Потрясающе вкусный напиток и при этом очень полезный. Квас из яблок содержит массу молочно-кислых бактерий, то есть лактобактерий. Они по большей части формируют микрофлору в кишечнике нашего организма. Когда микрофлору составляют нужные нам бактерии, тогда можно говорить о том, что человек действительно здоров и у него высокий иммунитет. Об этом подробнее мы поговорим в отдельной лекции, ссылка на которую появится в подсказках после ее публикации. Так что яблочный домашний квас – это ПП-напиток для укрепления иммунитета. Такой натуральный квас может приготовить в домашних условиях абсолютно каждый. В конце лета и начале осени особенно хорошее время для этого напитка, ведь в это время года созревают яблочки. Сезонные фрукты отличаются тем, что даже если покупать их в магазине, то они будут содержать минимум каких-либо вредных веществ. Их не требуется излишне обрабатывать, они и так хорошо растут сами. А яблоки из собственного сада особенно чисты и богаты витаминами и микроэлементами. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Рецепт яблочного кваса включает следующие ингредиенты. На 3-литровую банку: ржаная закваска 1 столовая ложка, 50 грамм. Рецепт смотрите в подсказках. 400 грамм яблок 3 штуки, мед 2 столовые ложки, питьевая вода 2 литра. Как сделать квас в домашних условиях? Сначала активируем ржаную закваску. Как это правильно сделать, смотрите в отдельном видео, ссылка в подсказках. Закваску размешиваем в небольшом количестве питьевой воды. Мед также отдельно растворяем в воде. Если яблоки со своего сада, то можно их не чистить от кожуры и семечек. Если же покупные, то лучше очистить от этих элементов. Далее яблоки измельчаем с помощью блендера. Можно добавить немного воды. Либо просто мелко нарезаем. Такой вариант тоже подойдет. Теперь в 3-литровую банку с оставшейся водой добавляем яблочное пюре, закваску, медовую воду и все это перемешиваем. Закрываем банку полотенцем, чтобы не попадал солнечный свет. Полезные бактерии в составе закваски его не любят. Оставляем банку на столе при комнатной температуре примерно 22-25 градусов по Цельсию. Если у вас молодая закваска, то будущий квас можно оставить на 2 суток. Если же в вашей закваске уже больше 3 месяцев и вы регулярно ее подкармливаете, то активность дрожжей в ней выше. Поэтому, чтобы получился по-настоящему полезный напиток, квас лучше выдержать только 1 сутки. Если перестоит, то забродит достаточно сильно. Получится вкусно, но не очень полезно. При этом каждые 12 часов содержимое банки нужно перемешивать. Квас процеживаем. Я переливаю напиток в бутылку со специальным бугельным замком, но можно использовать и любую другую стеклянную тару с плотной крышкой. Банку или бутылку с квасом закрываем и убираем в холодильник. Там его можно хранить до 2 суток. Мне нравится сладкий квас, поэтому в готовый напиток я обычно добавляю еще медовой воды. Но это на любителя. Наш яблочный квас готов. Такой напиток полезнее всего употреблять утром, натощак, но по желанию в течение дня его тоже можно пить. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!